Это не природный заповедник. Это подлинный ящик Пандоры, целый материк, сдавленный 3-километровым ледяным панцирем. Пространство, где средняя температура способна опускаться до минус 80 градусов по Цельсию. Белая, безмолвная пустота. Последний форпост планеты, куда человеческая нога почти не ступала. Земля, официально отданная исключительно науке и миру. Так звучит общепринятая версия. Логичная, аккуратная и, возможно, самая масштабная ложь, рассказанная человечеству в XX веке. Потому что под этим ледяным щитом, в темноте, не знавшей солнечного света 15 миллионов лет, скрываются аномалии, которые не укладываются в рамки школьной физики. Тайны, которые в разгар ядерной гонки вынудили заклятых противников забыть о вражде, сесть за один стол и подписать беспрецедентный документ. Договор, который не столько разрешает исследовать Антарктиду, сколько контролирует ее. Он запирает материк, превращая его в карантинную зону. И это расследование не о пингвинах и не о таянии ледников. Это расследование о том, что заставило сильнейшие державы мира панически бояться последнего неизведанного континента, что они обнаружили там и почему так отчаянно стремятся скрыть это от нас. Вопрос не в том, почему нам якобы не дают изучать Антарктиду. Вопрос в том, что произойдет, когда скрывать станет невозможно. Но прежде чем мы углубимся в основную часть, просим о небольшой поддержке. Ваш лайк и подписка будут для нас огромной благодарностью. Спасибо. Итак, наше расследование начинается не на Земле, а в 400 километрах над ней, в стерильной пустоте космоса. 2006 год. 2 спутника-близнеца НАСА. Миссия ГРАСС, гравитация и климат. Их имена — Том и Джерри. Они не фотографируют, они слепы. Их задача — взвешивать планету. Они движутся по одной орбите, удерживая дистанцию в 220 километров, и фиксируют ее изменения с точностью до микрона. Когда первый аппарат проходит над зоной повышенной гравитации, горой или иной массивной структурой, он слегка ускоряется, расстояние меняется, приборы это регистрируют. Так формируется карта гравитационных аномалий Земли. Обычно она предсказуема. Горные массивы тяжелые, океанские впадины легкие. Но когда Том и Джерри пролетают над Восточной Антарктидой, над областью, известной как Земля Уилкса, происходит нечто, что заставляет инженеров в Хьюстоне снова и снова перепроверять расчеты. Приборы фиксируют гигантский маскон, концентрацию массы. Под 3-километровым слоем льда в безжизненной пустыне скрыто нечто невероятно плотное и тяжелое. Масштаб поражает. Диаметр около 320 километров. Внутри аномалии еще более плотное, идеально округлое ядро, примерно 50 километров в поперечнике. Ученые НАСА быстро предлагают объяснение. Элегантное, логичное и одновременно тревожное. Они заявляют, это гигантский ударный кратер, остатки астероида вдвое крупнее того, что уничтожил динозавров. Возраст — около 250 миллионов лет. Пермско-триасовое вымирание — эпоха, когда исчезло до 96% морской жизни. Само по себе открытие столетия. Но здесь появляется «но». Данные Грассе показывают массу, но не форму. Версия о кратере — лишь гипотеза, основанная на совпадении с древним разломом, связанным с отделением Австралии. Однако существует и другая версия, куда более тревожная. Маскон означает концентрацию массы. А если эта масса не просто уплотненная порода? Что если это сам объект? Что если четверть миллиарда лет назад нечто огромное, металлическое, сверхплотное не просто ударило в Землю, а пробило кору и осталось там?
погребенная под 3-километровым льдом. Это звучало бы безумием, научной фантастикой, если бы не контекст, если бы не события, происходившие в этом секторе десятилетиями ранее, и если бы не тот факт, что за все это время никто так и не решился пробурить лед в земле Уилкса. Формально слишком сложно и дорого. Неофициально зона, как и многие другие, находится под негласным запретом. Они нашли магнит и боятся к нему прикоснуться. Чтобы понять этот страх, нужно вернуться в прошлое, начало XX века. Антарктида — последняя белая область на карте. Гонка Амундсена и Скотта в 1911 году. Это не просто соревнование, это борьба за влияние. Каждая экспедиция втыкает флаг в промерзшую землю, заявляя права на сектора, зачастую превышающие размеры самих стран. Британия, Норвегия, Франция, Австралия делят континент словно пирог. И тут появляется опоздавший игрок. 1938 год, за год до Второй мировой войны. Нацистская Германия, одержимая идеями технологического превосходства, мистикой и поиском Lebensraum, отправляет в Антарктиду секретную экспедицию. Это установленный факт. Операция «Новая Швабия». Из Гамбурга выходит корабль «Швабенланд». Не просто судно, а плавучая авиабаза «Катамаран», запускающая 10-тонные гидросамолеты «Борей» и «Пассат» с помощью паровой катапульты. Командует капитан Альфред Ричер, опытный полярник. Официальная цель звучит абсурдно — обеспечение китобойного промысла для производства маргарина. В 1938 году, на пороге мировой войны, маргарин. Реальная цель — захват территории. Самолеты Люфтваффе совершают 15 вылетов, фотографируют более 600 тысяч квадратных километров, сбрасывают тысячи вымпелов со свастикой, дают Земле имя «Новая Швабия» и находят нечто странное. Оазис Шермахера — участок площадью около 35 километров, свободный ото льда. В самом сердце ледяного щита десятки пресноводных озер, температура выше окружающей на 10-15 градусов. Ричард докладывает в Берлин, задача выполнена. Но что они искали на самом деле? Здесь факты заканчиваются и начинаются предположения. После войны появляются слухи о базе 211, тайном убежище в теплых пещерах под оазисом Шермахера, о том, что избранные нацистские части с некими чудо-технологиями ушли туда на подлодках. Это можно было бы списать на фантазии, если бы не события 1945 года. Война окончена, Германия капитулирует в мае, но в июле и августе в аргентинский Мар-дель-Плата заходят две подлодки — Ю-530 и Ю-977. Экипажи сдаются. Это необычные субмарины, это тип 21, самые совершенные лодки своего времени, способные неделями не всплывать. Идеальный транспорт для тайной операции. Бортовые журналы пусты, показания расплывчаты. Они утверждают, что патрулировали. Но слухи говорят иное, будто они высадили кого-то в южных широтах, возможно, в Новой Швабии. Все это можно было бы забыть, если бы не реакция союзников. Они поверили. 1946 год. Всего год после самой кровавой войны в истории. США, истощенные боями и начинающие демобилизацию, внезапно в срочном порядке формируют крупнейшую военную экспедицию, когда-либо отправленную в Антарктиду. Не научную, военную. Операция «High Jump». Оперативная группа 68. Во главе не ученый, а легендарный адмирал Ричард Бёрд, полярный герой, первый человек, пролетевший над обоими полюсами. В составе группы 13 кораблей.
авианосец «Филиппин Си», флагман «Маунт Олимпус», эсминцы, танкеры, ледоколы. 4700 человек, десятки самолетов. Официальная цель — тренировка персонала и испытание техники в экстремальном холоде. Звучит нелепо. Зачем тренировать войска там, где нет врага? Если только враг там не был. Экспедиция планировалась на 6 месяцев — лето и осень. Но была свернута в конце февраля 1947 года, всего через 8 недель. Свернута поспешно, с потерями. Официально сообщалось о крушении самолета PBM George I. 3 погибли, 6 спасены через 13 дней. Несчастный случай. Неофициально же в закрытых рапортах упоминались неопознанные объекты, столкновения, потеря нескольких самолетов и десятков людей в воздушных боях. И самое странное — слова самого Бёрда. Не в отчетах, а в интервью чилийской газете «Эль Меркурио» от 5 марта 1947 года. Журналист Ли Ван Атта цитирует адмирала: «Соединенным Штатам необходимо принять меры защиты от воздушного врага, приходящего с полюсов». Он говорил, что в будущей войне США могут быть атакованы аппаратами, способными пересекать планету от полюса к полюсу с невероятной скоростью. Кто был этот враг? Оставшиеся нацисты с необычными технологиями? Или нечто гораздо хуже? По возвращении Бёрда вызывают на закрытые слушания в Конгресс. Протоколы засекречены до сих пор. Операция «High Jump» не была учениями. Это была попытка зачистки, и она провалилась. Армада, победившая Японию, отступила перед неизвестной силой в Антарктиде. Затем тишина на 10 лет. Мир погружается в холодную войну, Берлинский кризис, Корея, угроза ядерного апокалипсиса. И вдруг, в 1957 году, объявляется Международный геофизический год, якобы глобальная научная программа по изучению Земли. И основной фокус внезапно смещается на Антарктиду. Страны, еще недавно готовые уничтожить друг друга, начинают сотрудничать. США строят станцию Амундсен-Скотт на Южном полюсе. СССР возводит станции «Восток» и «Полюс недоступности», самую удаленную точку континента. Советская экспедиция достигает ее в 1958 году, остается всего 12 дней и срочно эвакуируется, оставив оборудование и бюст Ленина, обращенный в сторону Москвы. Станция до сих пор погребена под снегом. Что они там увидели? Международный геофизический год был не исследованием, а разведкой. Обе сверхдержавы, напуганные докладами Бёрда, использовали науку как прикрытие, чтобы понять, с чем имеют дело. И обнаруженное оказалось еще страшнее, настолько, что они решились на немыслимое. 1 декабря 1959 года. Вашингтон. Разгар холодной войны, 2 года после запуска первого спутника и 2 года до Карибского кризиса. 12 стран, включая США и СССР, подписывают договор об Антарктике. Парадокс очевиден. 2 врага, держащие пальцы на ядерных кнопках, внезапно заключают мир на одном из самых богатых ресурсами континентов. Статья 1. Материк используется исключительно в мирных целях. Любые базы, маневры и испытания оружия запрещены. Статья 4. Все территориальные претензии замораживаются. Статья 5. Запрещены любые ядерные взрывы и захоронение радиоактивных материалов. Зачем отдельно запрещать ядерные взрывы? Возможно, рассматривалась идея стерилизовать что-то или добраться до чего-то глубоко подо льдом. И главное, статья 7. Право тотальной инспекции. Любая страна
может без предупреждения направить инспекторов на любую иностранную станцию. Отказать нельзя. Это недоверие. Это узаконенное недоверие. Ты проверяешь меня, потому что я обязательно проверю тебя. Договор — не символ сотрудничества, а пакт сдерживания. Они отказались делить континент, потому что боялись того, что произойдет, если кто-то получит полный доступ к скрытому там. Договор 1959 года — не ключ к миру, а замок на двери, которую человечество боится открыть. Сегодня Антарктида выглядит открытой для туристов, но это иллюзия. Туристов водят по строго ограниченным маршрутам антарктического полуострова. Шаг в сторону невозможен. Весь континент — зона ограниченного допуска. А есть территории абсолютно закрытые. АСПА — особо охраняемые районы, якобы ради защиты уникальной флоры и фауны, мхов или бактерий. Для доступа требуется согласие всех участников договора, фактически недостижимо. Среди них зона 111, оазис Ширмахера, место немецкой экспедиции. Закрыто. Зона 101, водопад Тейлора, та самая аномалия, годами ставившая ученых в тупик. Кровавый водопад — не легенда. Алое пятно на леднике Тейлор. Долгое время считали, что это водоросли. Но реальность иная. Это выход древней соленой воды, изолированной около 2 миллионов лет. Она перенасыщена железом. На воздухе оно окисляется, окрашивая поток. Но главное — это доказательство того, что Антарктида не мертва. Подо льдом — гигантская система взаимосвязанных водоемов, и в ней есть жизнь. Затем появились спутниковые снимки и пирамиды. Несколько лет назад Google Earth зафиксировал в горах Элсуорт 3 массивных пика почти идеальной формы. Геологи объяснили. Это нунатоки, вершины скал, обточенные ветром и льдом. Но геометрическая четкость линий породила вопросы. Мы не утверждаем, что это дело рук человека. Но что, если эрозия лишь обнажила контуры того, что существовало до ледников? Однако самая большая тайна — не структуры, а жизнь. Под станцией «Восток», в самом холодном месте Земли, советские и российские ученые обнаружили под 4-километровым льдом огромную полость — озеро Восток. Пресноводный гигант размером с Онтарио, площадь около 15 тысяч квадратных километров, глубина до километра. Оно изолировано от внешнего мира как минимум 15 миллионов лет. Это не просто озеро, это капсула времени, автономная экосистема. Десятилетиями ученые бурили лед, используя специальный керосин, чтобы скважина не замерзала. Международное сообщество все это время требовало прекратить бурение. Вы загрязните реликтовый мир. Или опасались обратного, что реликтовый мир загрязнит нас. 5 февраля 2012 года бур достигает воды. Давление настолько велико, что вода, перенасыщенная кислородом, вырывается вверх по шахте и замерзает, образуя ледяную пробку. Поднимают керн, первый образец древней воды. И начинаются странности. В первых образцах находят ДНК, но необычную. Руководитель экспедиции Валерий Лукин осторожно говорит об экстремофилах. Однако лаборатории выявляют более 3500 уникальных генетических последовательностей. Большинство — бактерии, но некоторые не совпадают ни с чем известным. Проскакивают сведения о ДНК многоклеточных, рачков или иных организмов. А затем тишина. Программа бурения сворачивается, финансирование исчезает, поток информации обрывается, озеро снова запечатывают. Официально — ради сохранения экосистемы. А неофициально
Возможно, ради нашей безопасности. Что, если 15 миллионов лет изоляции породили нечто, к чему у нас нет иммунитета? Что, если Антарктида — гигантская чашка Петри? И договор 1959 года был подписан, чтобы не выпустить наружу то, что скрыто внутри. Но если кажется, что это лишь старые истории о нацистах и холодной войне, это ошибка. Самая тревожная загадка разворачивается прямо сейчас. Проект «Анита» — антарктический импульсивный транзиентный антенна, детектор на стратостате, парящий на высоте 37 километров. Он ловит нейтрино, призрачные частицы из космоса, проходящие сквозь материю, почти не взаимодействуя с ней. Но «Анита» фиксирует самые редкие, сверхэнергетические. Они должны прилетать сверху. Однако в 2016 и 2018 годах «Анита» регистрирует два невозможных события. Нейтрино приходят снизу. Они вылетают из-подо льда. Это противоречит физике. Земля непрозрачна для частиц такой энергии. Они должны были поглотиться в недрах. Единственное объяснение настолько безумное, что его старались не формулировать вслух. Источник частиц находится внутри Антарктиды. Мощный, неизвестный науке генератор, стреляющий ими вверх. Сначала списали на ошибку, но обсерватория IceCube подтверждает: аномалия реальна. Ученые обсуждают стерильные нейтрино, темную материю, все, кроме самого очевидного вопроса. Что, если аномалия связана с масконом в земле Уилкса, с тем самым объектом, лежащим там 250 миллионов лет? Что, если он не мертв? Что, если он подает сигнал? Антарктида закрыта не потому, что ее берегут, а потому, что ее боятся. Все ограничения — ширма, маска. Страх перед тем, что нашли нацисты, перед тем, с чем столкнулся Бёрд, перед тем, что скрывается в озере Восток, перед тем, что испускает нейтрино, и перед тем, что покоится под землей Уилкса. Это не одна тайна, это система. Глобальный карантин, введенный в 1959 году, чтобы держать человечество подальше от того, что способно его уничтожить или изменить навсегда. Но ледяной купол Антарктиды тает. Тает с беспрецедентной скоростью. То, что скрывалось столетиями, начинает проступать. Тайны, пролежавшие 250 миллионов лет, не могут оставаться погребенными вечно. Договор пытался удержать людей, но не удержит климат. Ледяная тюрьма трескается, занавес падает. И главный вопрос теперь не в том, что они скрывают, а в том, что мы будем делать, когда это проснется. Или когда это обнаружат те, кто никогда не подписывал никаких договоров. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.